Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу подарить два ритуала очень сильных, очень действенных, которые мои авторские, но основаны на поверьях, на, скажем так, этнических устоях, на ритуалах и заговорах цыган, а точнее цыганских шуваней. Про цыган мы очень много обсуждали, говорили. Есть у меня прямой эфир «Цыганское предсказание». Я там в начале эфира подробно объяснила, откуда цыгане происходят и какого типа их. То есть поверье, уклад жизни, аскетизм и прочее, прочее. Сейчас не будем на этом останавливаться, зацикливаться. Я хочу подарить вам моих два авторских ритуала «Остановить войну». Первая война между ведьмами, между практиками, практикующими. Этот ритуал можно применить как и для себя, так и когда вы пытаетесь, то есть вы боретесь с другим практиком. Может быть, этот практик спасает, вы губите. Может быть, этот практик губит, вы спасаете. В принципе, вы боретесь между собой. И плавно ваша война уже от этого человека, которого вы спасаете или губите, плавно переходит друг на друга. И если у вас еще нет такого опыта противостоять или силы пока, или в конце концов вы хотите помирить двух практикующих, вы можете этот ритуал применить. Собственно говоря, вам нужно для этого красное вино, вам нужно сердце свиньи, которое более всего подходит к человеческому. Желательно, чтобы это сердце не было разрезано, оно должно быть целое. И 30 монет. Именно 30 по счету, 30 штук. Подойдите к любому дереву. Желательно, чтобы это дерево было где-то в таком месте, в лесу, например, или в таком далеком от цивилизации месте. Лес, поляна, как хотите, чтобы меньше народу там находилось и меньше было энергии людской. Если вам не очень удобно одной идти, можете попросить вас подвести и ждать неподалеку. А вы просто этот ритуал совершите, отвернетесь и уйдете оттуда, и вражда прекратится. И тот, который после этого ритуала продолжит вражду, у того могут быть проблемы. Учтите, после этого вы человеку, то есть профессионалу, да, если он профессионал, неважно, насколько он сильный, опытный, если он занимается магией, если вы хотите прекратить эту войну, собственно говоря, после того, как вы отдали в руки сил ваш суд, вы дальше продолжать не должны. И вот тогда тот человек, который продолжит, накажется. То есть преимущество в ваших руках. Итак, начнем. Подходите к дереву и говорите: Иудина сестра Кассиния, она с плачем подошла, оплакивала брата, захоронила и помянула. Так и я подойду к дереву, помяну вражду между мной и мной именами, или между этими и этими, и остановлю. Проклятие на дно Марии отправлю, под черным камнем захороню, ветрам отдам, свою войну я закончила. Отдала меч в руки сил тьмы и отошла. Но кто продолжит, тот сам на себя беду навлечет, того тьма мечом своим отсечет. Колдовская война остановлена, не я начала, но закончила я. А кто продолжит, пеняй на себя. Вино вылейте,
говорите. Пей вино, мать сыра земля, вместо моей крови. Положите сердце рядом и говорите. Мать сыра земля, ешь эту плоть вместо моей плоти. Киньте 30 монет прям под дерево и говорите. На тебе, враг, 30 серебряников, за которые ты меня продал. Ими я твою душу купила. Аминь. Отвернитесь и уйдите. И после этого тот, кто продолжит эту войну, окажется глупым, потому что вы отпустили эту ситуацию. Вы знаете такой термин «прощать»? Прощать не означает забыть и смириться с тем, что сделали вам подлость. Прощать – это значит отпустить и отдать в руки тех сил, которые за это отомстят. И поверьте мне, что их мщение намного страшнее, чем ваше будет. Вот в этом случае то же самое. Отпустить. Я заканчиваю войну. Вот если ты продолжишь, пеняй на себя. Это так называется. Ну, в принципе, если вы уверены, что вы можете добить, можете и не делать этот ритуал. Просто если вы хотите остановить что-то, знаете, которое годами длится, просто остановите, чтобы он наказался быстрее. Потому что пока вы наказываете, силы стоят и смотрят. Когда же вы попросите у них, они демократичны, они не будут вмешиваться в ваши дела, пока вы не захотите. Если ты хочешь мстить, ну мсти. А когда ты решила, что больше не можешь, все отдай нам в руки, мы сами сделаем. Вот что-то в этом роде. Второй момент, когда между семьями вражда или между людьми вражда, или человек могущественный, например, враждует с вами, да, и вы понимаете, что у вас выхода нет, это я к простым людям. Но, естественно, этот ритуал может выполнить только практик для простого человека. Называется «зарыть топор войны». Такая традиция была у американских индейцев, однако такая традиция была и у цыган. Когда между родами начиналась вражда, ну кто-то что-то дочь украл, кто-то у кого-то что-то забрал и так далее. И вот начиналась такая вражда, что могло дойти до того, что начинали убивать просто друг друга. Потом те этим мстят, эти тем мстят. Ну, в общем, вот нескончаемый поток трупов и ненависти. И для того, чтобы это остановить, ведьма делала следующий ритуал, то есть шувани. Опять же говорю, те знания, которые я знаю, которые у моей цыганской наставницы я переняла, я не могу вам напрямую говорить, потому что эти вещи нельзя говорить. Нельзя, потому что буду наказана. Но вот на основе того, что я знаю, на основе того, что мне было передано и чему я научилась, я создала свое. Это практически, можно сказать, равносильно тому, что я знаю. Просто видоизменено, просто уже мое авторское, понимаете? И оно не опасно для меня лично, а вам, естественно, полезно. Основано на тех же поверьях, просто, может, более современно, более подогнано под наше время, более на таком красивом языке это все изложено, и всего лишь. Вам нужно будет купить в четверг, не торгуясь, топор и взять метр черной ткани. Нужно взять с собой 2 людей, которые не будут ничего спрашивать, ничего говорить. Это как ваши свидетели. Свидетели того, что топор войны был зарыт, закрыт. Но эти свидетели не имеют права об этом говорить. Они не имеют права нигде показывать, где это было сделано. Если они это покажут, то навлекут на себя большую беду. Поэтому предупредите их заранее, что если они идут с вами, то есть вы можете взять представителей 2 родов даже, для того, чтобы усмирить эту войну. Вы можете с собой взять даже 2 враждующих людей. Или можете взять того человека, который просит, заказывает у вас эту работу, и кого-то из его друзей. Одним словом, 2 людей вы берете с собой, идете в такое место, ну, поле можно, где мало народу.
Значит, это делается в сумерки, не обязательно ночью, можно вечером. Нужно разжечь костер, рядом с костром, значит, яму зарыть, выкопать. Итак, копаем яму, ложим рядом ткань, берем в руки топор, поворачиваемся на все 4 стороны света. И говорим: юг, запад, восток, север, небо и земля, огонь и вода, всех вызываю в свидетели. Черная ночь, матерь Гаена, я этой ночью зарываю топор войны между имена и между. Острая ненависть угасни, жгучая зависть остынь, остановись, вражда. Мой призыв к тебе, черная земля, закрой, зарой, спрячь, в земле заройся, враждебный палач. Да будет так, и так будет. Взяли, обмотали черной тканью и закопали в землю. Естественно, закрыли сверху землей. Ставьте сверху стакан, то есть рюмку водки и черный хлеб сверху. Зажгите свечу и скажите 13 раз: помянула я вражду между и между имена. И ставлю крест. Аминь. Сказали 13 раз, молча все вместе отвернулись и ушли. Пока вы идете, дойдете до машины или до дома, куда бы вы ни шли, да, пока вы не дойдете до места назначения, между собой не разговаривать. Когда вы это будете делать, естественно, выключайте все телефоны и так далее. Через короткое время эта вражда остановится. Эта ненависть жгучая пройдет. Они станут игнорировать друг друга в худшем случае, да, в лучшем случае может и помириться. Хотя, если они перестанут друг другу вредить, уже на этом очень большой плюс. Этот ритуал можно применить, когда человека преследуют, когда, например, властимущий человек, да, просто поставил целью изничтожить кого-то, убрать. Бывает. Может быть, какой-нибудь преступный авторитет пытается всю семью разорить и так далее. Все что угодно. То есть положить конец вражде. А как духи их по разным сторонам отведут, это уже их забота. Вы проведите, и время не заставит вас долго ждать результата. Всем удачи!